Привет! Наушники от бренда Motorola Wear Buds 100 у нас сегодня на обзоре. И в этом детальном обзоре с помощью тайм-кодов вы сможете быстро найти нужную для себя информацию, если вы искали конкретно что-то полезное. Ну, лучше, конечно, ничего не прокручивая, посмотреть детально все и узнать все об этих наушниках. ТВС гарнитура Wear Buds 100. Если в начале ролика сказать кратко об этой гарнитуре, то сразу хочу заверить вас, что это универсальные мини-ТВС наушники, стильные и компактные, совместимы со всеми устройствами, имеют сенсорное управление как плеером, так и звонками. Встроенный звуковой драйвер обеспечивает высокую громкость без потери качественного звука, имеет защиту от влаги, длительное время работы, просты в управлении и мгновенно по соединению, имеют отдельное мобильное приложение и совместимы с разными голосовыми помощниками. Это если быть краткими, но теперь все это нужно вам показать, и лично я хочу это все проверить. Вот так внешне выглядит упаковка этих солидных Bluetooth наушников. Одна из упаковок закрыта, а одна открыта, и я уже использую их около 8 дней. Давайте же откроем эту запечатанную упаковку и посмотрим изначально в первозданном виде, как все внутри упаковано. Раскрыв пломбу, здесь у нас видно сразу находится магнит. И упаковка сама не открывается. Внешняя упаковка очень презентабельна, жесткая, и никакие проблемы во время транспортировки ей не грозят. Сверху есть держатель, здесь по бокам расписаны все ее параметры и характеристики. С обратной стороны находится специальный конверт для того, чтобы можно было дать гарантию 2 года, если вы их покупаете в каком-то из интернет-магазинов. И здесь у нас находится служба поддержки клиентов и как можно связаться с ними, чтобы получить какую-то информацию, если вдруг у вас возникли после покупки этих наушников какие-либо вопросы. Гарантийный талон и номер службы поддержки клиентов 0800 502 405. Всегда можно обратиться и получить любой ответ на любой вопрос, тем более если речь идет о замене или неисправности наушников, если вдруг что-то у вас с ними произошло. Открыв упаковку, нас приветствует гарнитура, отдельно 2 наушника. Здесь лежит информационный листок о приложении, где его можно скачать. Снимая этот листок, мы видим кейс и наушники. Извлекаем кейс, извлекаем наушники. Ниже находится кабель для зарядки, USB на micro-USB и дополнительные сменные насадки. Большие и самые маленькие, средние уже установлены здесь. Они необычной формы, и дальше я объясню, почему так. Это наоборот их огромный плюс. Внутри находится также инструкция, в которой детально расписаны, что означают мигающие индикаторы, как ими пользоваться, как подключать и всевозможные характеристики, которые дальше я вам расскажу. Кейс очень компактный, его размеры небольшие, у него есть выемка для того, чтобы открыть сверху крышку. Открывая крышку, чувствуется здесь реально мощный магнит. Прям вот если захлопнуло, то уже прижимает даже края перчатки. Открыв крышку, у нее, к сожалению, нет фиксации, поэтому она здесь без всякого доводчика болтается. Для того, чтобы они внутри никуда не делись, даже в случае какого-то случайного падения, внутри есть прорези, отдельно фиксирующие дополнительно эти наушники, помимо самого магнита, который находится здесь. Если зафиксировать крышку и попытаться как-то вытрусить эти наушники, они никуда отсюда не деваются, потому что их держит магнит. Если закрыть кейс, то можно увидеть светящийся один индикатор белым цветом. Это говорит о том, что наушники сейчас стоят на зарядке. С обратной стороны у кейса находится гнездо для зарядки. Кнопок никаких нет, но если мы открываем, то зарядку видно также на ТВС наушниках. Это хорошо. Когда они потухнут, и здесь потухнет, и здесь, это значит наушники зарядились. Аккумулятор, встроенный в данный кейс, 300 мА. С обратной стороны находится название наушников, модель и другая информация. После изъятия каждый наушник сразу активируется. Начинает мигать двухцветный индикатор синий и красный. Это значит наушники в режиме поиска. Внутри находится 2 магнитных контакта. С обратной стороны контакты для зарядки. Очень хорошо и отчетливо видны надписи под магнитными контактами, где левый, а где правый. Обратите внимание, что гарнитура имеет 2 цвета. Черный наружный и внутренний серый. Во время прослушивания музыки серого цвета не видно, виднеется только черный цвет. Форма наушников такова, что они будут удобно держаться в любом ушке. То есть если вы раньше думали, что не все наушники вам подходят,
то в данном случае их форма действительно очень удобна и практична. И в течение дня вы просто не ощущаете их у себя в ушах. Разве что вы про них вспомните, когда вы захотите вернуть их в кейс на зарядку. Сменные амбушюры, они выполнены таким образом, чтобы удобно располагались в ушах и не давить на ушную раковину внутри. При этом сделаю акцент, что чем правильнее вы подберете размер, тем лучше и качественнее будет передаваться особенно бас. Давайте снимем и посмотрим на эту насадку. Здесь есть специальная выемка, куда одевается эта насадка, и она не снимается легко, то есть нужно приложить усилия. Внутри звукового канала находится сетка, которая будет защищать данные наушники от пыли и влаги. И действительно, сами наушники не имеют никакого шва, и степень защиты IPX5. Да, как предыдущую версию из обзора в AirBuds 400 их нельзя окунать, но они вообще не боятся с любых сторон любого потока воды. Дождь, даже легкое окунание, вы их быстро вытянули и вытрусили, и с ними ничего не будет. На гарнитуре часть выполнена из матового покрытия, бортик вокруг сенсора выполнен из глянцевого материала, а сама сенсорная панель выполнена в матовом стиле. Хочу сразу отметить, что управление сенсорной панелью очень чувствительное, срабатывает безошибочно и управляет как музыкальным плеером, так и ответами на звонки. Дальше я продемонстрирую это на реальных тестах. На примере других кейсов продемонстрирую, что особо они не отличаются по габаритам, но своя форма у них и элегантность у кейса присутствует. Например, наши наушники из обзора, вот так они выглядят по компактности. Это у нас AirBuds 400, обзор на них можете посмотреть вот здесь вот в подсказках, полноценный обзор, буду не раз на них ссылаться. Это, будем говорить так, A-Load безымянная от какого-то китайского бренда, это Xiaomi AirDots Pro. Цель каждого кейса, во-первых, хорошо сохранять данные наушники, а во-вторых, их можно было зарядить внутри данного кейса. Пока вы их храните в кармане или в рюкзачке или в сумочке, вы можете их заряжать одновременно. После зарядки в саморазряд наушники не уходят, и не волнуйтесь, даже спустя несколько недель вы сможете достать их, и они будут по-прежнему на связи, и в кейсе еще будет заряд. Когда кейс ставится на зарядку, то у него начинает пульсировать голубым цветом, уже не белым, индикатор для того, чтобы можно было увидеть, что кейс заряжается. После заряда он перестает мигать и не светится. Я использую магнитный кабель. Это очень удобно, потому что не нужно будет каждый раз как-то искать или присматриваться, как подключить. Без разницы. Хоть так, хоть так. И магнит очень крепкий. Конечно же, в комплекте его нет, но купить его можно отдельно. Ссылку оставлю в описании под видео. В каждом из этих наушников встроен аккумулятор емкостью 55 мАh. Теперь пришло время поделиться своими личными тестами, используя эти наушники на протяжении 8 дней. За это время я смог их множество раз разрядить и зарядить. К примеру, в стереорежиме они могут работать заряжены от 100% до нуля, на громкости 80%, 5 часов и 20 минут. То есть у меня они проработали 5 часов 20 минут в стереорежиме на 80% громкости. И хочу сказать, что все равно эта громкость для меня некомфортная. Она достаточно громкая. И даже если вы установите 100%, вот это огромный плюс, что громкость не давится, бас, не пропадает качество звучания. Просто реально очень-очень громкие. Мне лично на 80% громкости все равно неудобно было слушать. Поэтому я слушаю где-то на 60-65%, если говорить в процентном соотношении. Эти наушники можно использовать по отдельности, поэтому этот режим мы называем моно. Моно — это значит один наушник либо правый, либо левый. Поэтому в этом режиме они проработали на час дольше, 6 часов и 20 минут. Это хорошие показатели, потому что не идет расход энергии на дополнительное соединение со вторым наушником. И 6 часов с одним наушником в течение дня вы можете вести беседы или слушать разную любимую музыку. При этом вы не переживаете, что вам надо будет использовать второй наушник или же, может быть, ставить его на зарядку. Вы просто в течение рабочего дня практически на протяжении рабочего дня вы будете использовать этот наушник. Такой вариант очень хорошо подходит для водителя, потому что одно ухо слышит там пассажиров или что происходит на улице, второе на связи с телефоном, с клиентами и так далее. Также эти наушники очень комфортно использовать во время бега. Вы просто одеваете и вы не ощущаете какого-то лишнего давления в ушах.
повседневно проводите свою жизнь, ведете активный образ жизни или же наоборот работаете в офисе, наушники очень послушные, не спешат выскочить или не торчат из ушей. То есть у них эргономика и дизайн очень хорошо продуман. Чувствуется бренд. Однозначно чувствуется бренд Motorola. Теперь, если поговорить об автономности в целом, аккумулятор в наушниках и в кейсе, то наверняка вас интересует, сколько же они могут проработать. Итак, в стереорежиме они могут проработать около 20 часов. Это если речь идет о заряде наушника и кейса. В целом около 20 часов. При этом их можно зарядить 3 полноценных раза и немножко там процентов 30 четвертый раз. То есть неполноценный четвертый раз. 3 раза стереонаушники можно зарядить. Ну а если вы будете использовать постоянно один наушник, монорежим с полностью заряженным кейсом, то почти 40 часов. Приблизительно 39 часов вы можете слушать эти наушники. Ну, выходит, что почти двое суток. И один наушник от кейса можно зарядить до 6 раз. Это очень хорошие показатели. Их по праву можно назвать долгоиграющая гарнитура. И если обратить внимание на слово долгоиграющая, ключевое играющая, то действительно акцент делаем на музыку. В первую очередь они, конечно, предназначены для качественного прослушивания музыки. Попытаюсь передать вам свои ощущения. Во время использования, во-первых, ты слышишь действительно громкий, качественный звук. По надобности громкий, то есть вы не должны слушать его постоянно. Если полностью прикручиваете звук, то очень тихий, приятный, мелодичный звук ваших любимых треков. То есть минимальная громкость, не так, что прикрутили, а все равно где-то на фоне слышно. То есть прикручивается максимально. Можно настроить под себя любую громкость. Я, например, используя YouTube Music, подключал любимые свои треки. В основном это электронная музыка. Я получал огромное удовольствие, потому что звук настолько объемный, и после тяжелого рабочего дня вечером прилег на кровать, я просто окунался в мир музыки с помощью этих наушников. То есть я действительно проводил глубокие тесты, чтобы вам передать свое впечатление. И мне нравилось и вокальное исполнение, и высокие частоты, и средние. Нету, что что-то друг друга перекрывает или налаживается один на другой бас или звук или средний. Все отчетливо понятно. Даже есть объемное звучание. То есть помимо того, что стереорежим, вы еще и чувствуете объемное звучание. Больше того скажу, что в настройках самого приложения, которое носит название Wear Live, это приложение позволяет настроить не только местоположение, а также позволяет настроить эквалайзер внутри. Как выполнить первое подключение? Вам необходимо включить эти наушники, если они долгое время лежали просто на столе, и если вы действительно ими не пользуетесь, они переходят в выключенный режим спустя 10 минут. Если же вы хотите их включить, то вы нажимаете на сенсорную панель несколько секунд, и они включаются. Вот так. После этого они начинают искать. Но в вашем случае наверняка они будут в кейсе, поэтому если вы их вложили в кейс, они у вас автоматически отключаются, и после того, как вы их извлекаете, они автоматически будут включаться. Поэтому считаем, что они у вас лежали в кейсе, и начался режим поиска. После этого вы включаете ваше приложение, нажимаете «Добавить плюс», выбираете раздел Motorola, выбираете свои наушники Wear Buds 100. Вообще у бренда Motorola очень много разных вариантов наушников. И найти на любой свой вкус и по цене, а дальше мы о цене поговорим, можно подобрать любой вариант. Выбираем наши наушники, выбираем все разрешения, включаем Bluetooth и местоположение и нажимаем подключиться. Нас предупреждают: убедитесь, что оба наушника находятся внутри чехла для зарядки. Выньте оба наушника из футляра. Мы уже это сделали. Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения. Нажмите «Далее», когда светодиодный индикатор начнет мигать синим и красным. У нас уже это есть. Нажимаем «Далее», и сейчас идет первое подключение специально для вас. Красиво все информационно показано. После этого у нас появляется «Подключено» и 100%.
эти наушники. Выбираем. На экране у нас показано местоположение, где находимся, а также есть кнопка эквалайзера. Нажимаем, и здесь можно управлять объемным звуком, оригинальный, мощный бас, чистый голос или живая музыка. Вот в отношении местоположения, это, еще раз хочу сделать акцент, присутствует не в каждой модели других брендов. А вот у бренда Motorola это огромный плюс. Это действительно огромный плюс, потому что если вдруг вы потеряли наушники, но не по отдельности, а именно вот если они были в кейсе, то это приложение запомнит последнее местоположение, где в тот момент были подключены эти наушники, и вы сможете их найти, вернувшись на то место по местоположению в приложении. Теперь поговорим о универсальности подключения и работы этих наушников. Возможно, кто-то думает, что если вдруг у меня другой телефон, другой фирмы, или, например, если я вдруг хочу использовать их на планшете, или же, например, используя их смарт-часами. Да, ребята, действительно, универсальность их просто безгранична. Они могут работать с любыми устройствами, где есть Bluetooth. У меня сейчас на столе планшет. Без проблем можно подключить, если в планшете есть Bluetooth. Если, например, в смарт-часах есть Bluetooth, вы можете подключить, и тогда вы будете слушать звук, который у вас воспроизводят ваши смарт-часы, и будете слышать все в гарнитуре. Если вы хотите использовать на компьютере, на ноутбуке, пожалуйста, без проблем. Просто подключаете новое устройство, находите их, при этом используется не только в режиме обычного стереозвука, а и еще и микрофон работает, вы можете полноценно вести беседы. Как раз пришло время поговорить о качестве микрофона, потому что их преимущество тоже в том, чтобы вести полноценные разговоры, и если вы слушали музыку и вам поступил звонок, то вы будете слышать именно так, как сейчас вы слышите меня, человека. Ну, понятное дело, что что-то искажается путем записи на запись разговора, но сейчас вы слышите меня именно вот так вот, как слышите. При этом мы сейчас будем проводить тесты, например, в шумном месте, например, это будет поезд, или же какой-то шум завода, вот, потому что часто бывает, что вокруг нас действительно очень много шума. Но первый тест мы проведем в режиме музыки. Я запускаю громкость на 50% на 30-ваттных колонках, и сейчас вы слышите этот звук, 50%. Я продолжаю вести беседу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такой звук вы слышите через петличный микрофон. 1, 2, 3, 4, 5. А вот такой вы слышите через гарнитуру. 1, 2, 3, 4, 5. Добавлю громкости по максимуму. Это максимальная громкость. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Громкость мы оставили максимальную. И теперь я включаю звук поезда, будто бы мы находимся в тамбуре и нас окружает шум железной дороги. Включаю. На заднем фоне. Вот так пишет петличка у меня. За окном все отлично. Бегущие провода поля. Шучу, конечно. Ну а так вы слышите меня в гарнитуре. 1, 2, 3, 4, 5. Так меня слышно. Не влияет ли это на качество звука, разговор. Теперь запускаем шумный город. Точно так же на максимальной громкости. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Звук на петличке. Вот такой вот звук в студии. Громкость максимальная, 30 Вт. В комнате нереально громко. Теперь звук на гарнитуре. 1, 2, 3, 4, 5. Как меня слышно? Слышно ли помехи? Ну, естественно, что полностью звук не уберет. Но вот качество звучания – это другое дело. И вы знаете, у меня ведь дома, как и у вас, наверняка не будет после покупки этих наушников телефона Motorola. Но они будут работать, например, в моем случае работали с телефоном Blackview, с телефоном Meizu Note 9, с сваленным телефоном Honor 8 Mix, на ноутбуке, на планшете. То есть действительно они полностью универсальны. И то, что в этих наушниках Bluetooth 5.0, это не означает, что если у вас на телефоне или на каком-то музыкальном плеере Bluetooth 4.2, 4.0, 4.1, они все равно будут работать, потому что он все, что ниже 5, тоже поддерживает. Вот если будет выше, когда придумают, тогда уже, наверное, будет какая-то проблема. А пока таких проблем вообще не существует.
Сейчас вы слышите звук от гарнитуры, который я поднес к петличке. И этот тест показывает, что у них нету рассинхрона. Звук соответствует тому, что вы видите. И во время просмотра отставание от губ не будет отставать. Прошло уже более разных 40 версий гарнитур, и, казалось бы, меня ничем не удивить, но скажу честно, что таких наушников у нас еще не было. Это я говорил про наушники Motorola Wear Buds. Те наушники, которые действительно мне запали в душу. Еще раз напомню, что обзор есть здесь в подсказках. Теперь пришло время поговорить об управлении сенсорной панелью, как во время музыкального плеера, так и во время ответов на звонки. Одиночное прикосновение во время разговора принимает вызов. Одиночное прикосновение во время разговора мы можем завершить звонок. Если вы хотите отклонить звонок, то вам необходимо нажать и 2 секунды подержать. После этого идет отклонение звонка, и человеку будет написано «занято». Если же один раз прикасаемся в режиме плеера или же YouTube, то он останавливается как по левому, так и по правому наушнику. Легкое прикосновение реагирует безошибочно. Двойное нажатие по левому наушнику или по правому переключает трек. Если мы хотим переключиться на шаг назад, то двойное нажатие по левому и переключаем трек. Раз-два, переключается трек уже на шаг назад. Если хотим сделать переключение на шаг вперед, то сейчас в ухе у меня находится наушник, раз-два, и переключаем на шаг вперед. Управления громкостью в этих наушниках нету, то есть тройной тап не работает. Раз, два, три. Не работает, просто поставил на паузу. Если мы хотим полностью их отключить, то необходимо нажать и удерживать 2 секунды. После этого произойдет отключение. Я бы даже сказал, что не 2 секунды, а около 4 секунд. 4 секунды, и они отключились. Точно так же и включаем. Нажали, держим. Вот включаются они где-то за 2 секунды. И через несколько секунд они связались с нашим устройством. Но если вдруг произойдут какие-то сбои и вам нужно сбросить их на заводские настройки, то это можно сделать следующим образом. Вам необходимо их отвязать, удалить их из устройства, полностью отменить сопряжение. После этого вам необходимо их вынуть из кейса, полностью выключить, дважды нажать на кнопку, а затем зажимаете кнопку на обеих наушниках на 5 секунд, пока не начнут мигать синим и красным. После этого они могут быть установлены в кейс для зарядки и могут уже подзарядиться, ну или же извлечь их и сделать вновь новое сопряжение с вашим устройством. Так произойдет сброс на заводские настройки. Половину обзора этот наушник у меня по-прежнему находится в ушах, и я не испытываю какого-то дискомфорта. С этой стороны я слышу все, что происходит здесь в студии, и тем не менее я с легкостью могу принять звонок, ответить или же управлять музыкальным плеером. Это очень практично, удобно, и действительно наушники стоят своих денег. Сколько же они стоят? В Украине их можно приобрести, средняя их цена около 800 гривен. Вообще, обычно на старте они были около 999. В Китае их можно купить приблизительно за 33-35 долларов. Ссылку я оставлю на украинский магазин. Но в магазине Розетка я их видел, например, за 799 с официальной гарантией 2 года гарантии. Это очень здорово. Купили и на 2 года вообще забыли о каких-то наушниках. А я думаю, что они могут проработать не один раз по 2 года, а несколько раз по 2 года. Думаю, что это будет очень хорошим приобретением с вашей стороны. Конечно же, есть версия подороже, потому что мы делали обзор на наушники Wear Buds 400. Самые маленькие в мире наушники, компактные и очень качественные. У них необычный кейс, необычное качество сборки и очень качественное звучание и очень чувствительный микрофон. Еще раз напомню, что обзор здесь можете посмотреть в подсказках. Они, конечно, по цене дороже, но и стоят они однозначно своих денег. Если у вас будут вопросы, задавайте. Надеюсь, мой детальный обзор вам был полезен. Оцените труды лайком. До встречи во вторник, четверг и субботу. С вами был Сергей. Спасибо всем, кто пришел на премьеру. Пока.